Здравствуйте, друзья! Мы представляем палатку года 2019 года. Нас очень часто спрашивают, какую палатку выбрать начинающему туристу. И эта палатка прекрасно подойдет и начинающему, и опытному туристу. Предыдущей палаткой года, по-моему, еще года 2 назад, была у нас палатка Arpenas 2 XL. И это была классная палаточка, но она исчезла из продажи. И мы вынуждены были найти новую. Это было очень непросто, но мы представляем наш выбор. Хевольф 2. И да, прикол в том, что это палатка с Алиэкспресса. Итак, это двухслойная, двухместная палатка, состоящая по конструкции из двух дуг, пересекающихся, и короткой дуги консоли. По сути своей, это то же самое решение, которое было у палатки Arpenas 2 XL, но с определенными отличиями. Она лишена двух главных компромиссов. У нее тканевое дно, то есть дно из палаточной ткани, а не из терпаулинга. И дуги у нее из нормального алюминиевого сплава, а не из фибергласа. То есть фактически, вот с моей точки зрения, это с одной стороны идеальная палатка соотношения качества и цена, а с другой стороны просто идеальная палатка для туриста. Весит она 2,4, то есть это реальный полный вес, который мы взвесили. На сайте указана информация насчет 2,5, 2,4. И это на килограмм меньше, чем у подобной палатки от фирмы снаряжения Чибис. Но как она устроена? Для того, чтобы узнать, нам нужно ее поставить. И я попрошу своих помощников, в этот раз мне помогают Оля и Оля, поставить эту палатку, и я расскажу о ее конструкции. Итак, друзья, что мы видим? Отличная самостоящая конструкция. Металлические дуги, габариты. Палатка имеет в длину 200 сантиметров внутренняя площадь и в ширину 140. Да, эта палатка по 70 сантиметров на человека. То есть в реальности вы получаете комфорт больше, чем в палатке ультралайт. Дуги из металла, сверху покрашены. Такое ощущение, что они анодированы. Внутренняя палатка держится на крючках. Сетка есть только на самом верху, на двух секторах, а со всех сторон ткань. И еще один очень важный бонус. Посмотрите, пожалуйста, у этой палатки на входе ткань, полностью дублированная сеткой. Сейчас такое редкость на недорогих палатках. Сверху на палатке установлена третья дуга, консоль. Она крепится в специальные пазы, в специальные колечки с оттяжками. Все три дуги пересекаются и закрываются пластиковым карабином. Это оригинальное решение, но в общем ничего оно плохого на себе не несет. В 2XL здесь вообще были грустные веревочки. Наружная ткань тента, которую я еще покажу, имеет водостойкость 5000 мм и полиуретановое покрытие. Нижняя ткань дна 6000 мм. А внутренняя ткань Оксфорд имеет 1500 мм. Ну, собственно, вода-то на нее попадает только в случае, если сыпется конденсат. Но при условии хорошей вентиляции конденсата большого здесь быть и не должно.
Мы поставили сверху тент и несколько слов о тенте. Водостойкость его больше 5000 миллиметров. На ощупь он достаточно тонкий, но плотный. И у него нет структуры рипстоп, но есть какая-то своя структура, свой рисунок. Здесь наложен сверху клапан. Палатка имеет свою дополнительную штормовую структуру. Она самостоящая, то есть, в принципе, ее можно отцепить и переносить одной рукой. А с другой стороны, она крепится по всем углам и имеет дополнительные оттяжки, которые нужно устанавливать, в принципе, только в случае сильного ветра и каких-то бурь и осадков. О, какая штука прилетела. Давай сюда, давай. Кш. Все, уже палатка уже хочет селиться сюда, товарищ, в палатку. Уже понравился. Качество швов нормальное. Не скажу, что прям вот идеально-идеальное. Где-то есть вот такая складочка, но в целом то, что вот основные швы, они все абсолютно хорошие. И внутри швы тента все проклеенные. Молнии, это очень важно. Молнии очень удобные, не производят впечатления совсем хлипких и снабжены удобными такими вот пимпочками, за которые можно их открывать. Все, полезли внутрь. Заходим внутрь. Внутри палатки крючок для фонарика и 2 кармана. Собственно, больше ничего нет. А больше ничего не надо. Швы на дне палатки также проклеены. Комфортная, удобная, светлая палаточка. Имеется серый цвет, как у нас. Синенький, сиреневенький. И да, девчонки, есть розовенький. Но нам больше нравится серенький. Давайте посмотрим угловую фурнитуру. Это очень важно. Как она устроена здесь? На углу палатки петля и в ней кольцо. В кольцо ставится дуга. Тут же имеется петля для колышка и фастекс на тенте. Фастексы на тенте я приемлю в большей степени, чем фастексы на дне. Ну, можно скинуть тент и убрать, а потом обратно быстро накинуть. Когда они вот здесь, вот, это ужасно. В целом конструкция мне внушает большее доверие, чем та, которая обычно используется со штифтом. Углы ткани, видите, здесь достаточно сильно укреплены по всем углам, где крепится оттяжка. Вентиляция. Очень важная история – это вентиляция. Кроме вот этих двух, в общем, классических обычных окошек с распорками, как везде, еще нужно сказать, что у палатки есть некий зазор снизу. Она не сделана сразу впритык. Здесь вполне свободно проходит поток воздуха. И это хорошо и правильно, потому что обеспечивается правильная вентиляция. Но открою вам страшный секрет. Есть версия с очень плотными юбками. Она дороже, она тяжелее, но если кому нужна именно такая версия, она есть в продаже. Ссылочку мы приложим. Подводя итог. На данный момент эта палатка, мне кажется, наиболее выгодной покупкой из всего того, что я вижу на рынке. Из конкурентов Quechua Quick Hiker почти в 2 раза дороже. Цены этой палатки он достигает только на распродажах. При этом эта палатка на килограмм легче. А по качеству ткани я вот могу сказать, что все очень и очень хорошо. В принципе, даже вот этот рисунок ткани показывает, он похоже на то, что есть у Quechua Quick Hiker. Другой конкурент этой палатки – это Chibis от снаряжения. И он не может быть конкурентом, потому что он стоит 13,5 тысяч. То есть таких палаток можно купить, видимо, 3. Вот и все. А чего тут говорить? Я пока готовился к этому обзору, пока выбирал эту палатку, пока писал текст, я влюбился в нее. Она реально вот все, что нужно. Если есть недостатки, ну, блин, они одновременно и плюсы, и минусы. То есть в действительности ткань сделана достаточно тонкой для того, чтобы был достаточно низкий вес.
Ну и к ней нужно относиться бережно. Ну это в принципе нужно в любой палатке делать. А так, ну вот я не вижу пока недостатков. Ну по мелочам какие-то есть вещи, а серьезно, это все то, что нужно в общем для хорошей палатки туристу с походами разного уровня сложности. Учитывая, что есть вариант с юбкой. Долго раздумывая, выбирая эту палатку, мы рекомендуем ее не только начинающим туристам. Начинающим пойдет очень хорошо, потому что она простая, простая в установке, простая в использовании, но и опытным туристам. Если вы, как опытный турист, хотите получить достаточно легкую и достаточно прочную палатку за разумные деньги, мне кажется, это прекрасный вариант. Мы продолжим ее использование, и в нашем блоге на ВКонтакте обязательно выложим результаты ее длительного использования в походах. Вот такая история. До встречи в поле.